День 1591. Алекс на связи. Я в своем доме использую довольно много датчиков движения. Они, конечно, могут быть построены абсолютно на разных технологиях. Раньше все начиналось с инфракрасных датчиков движения. Это довольно простые пассивные датчики, которые просто принимают сигнал об изменении теплых объектов в поле зрения и, соответственно, просто посылают информацию уже в систему умного дома или просто, если напрямую подключены к каким-то исполнительным устройствам типа реле, то они могут включать или выключать эти реле. Ну, вообще все устройства делятся на два фактически типа. Это пассивные и активные. Инфракрасные датчики, они по сути вот пассивные, а активные это все другие варианты. Пассивные они могут работать от батареек довольно долго, но активные требуют питания от сети. Ну и у каждого, конечно, свое применение. Бывают комбинации, когда пассивный датчик он отвечает за первичное обнаружение людей или объектов, а дальше уже включается основное устройство, и с помощью активных датчиков оно пытается определить более точно наличие людей, или это даже может быть и другие устройства типа камеры, и поэтому могут использоваться еще и другие протоколы, а не только самые энергоэффективные. Часто пассивные датчики инфракрасные комбинируют с микроволновыми датчиками, то есть это есть датчик микроволновый по обнаружению людей, он достаточно чувствительный. Ну, на самом деле есть разные. Есть у меня датчик, который не очень чувствительный, он только определяет по сути движение человека, но если человек сидит неподвижно, то он уже не будет срабатывать. У меня есть еще датчики микроволновые более современные, они уже рассчитаны на то, чтобы определять неподвижно сидящих людей. То есть достаточно просто, что человек дышит, и это движение уже тоже определяется на каком-то определенном расстоянии. И такие датчики, понятно, что они потребляют много энергии. И, конечно, вот их очень удобно комбинировать с инфракрасным. То есть сначала инфракрасный датчик определяет наличие первичное. Если вдруг он увидел какое-то движение, то включается микроволновый, и он уже более точно определяет и контролирует, пока человек находится в поле действия этого датчика. Пассивные инфракрасные датчики могут быть как готовые. У меня есть вот Xiaomi такой. И можно купить и от Акара. Или у меня также используется довольно дешевый инфракрасный датчик, который я использую в самодельных устройствах. Он потребляет очень мало энергии и, в принципе, может очень много лет проработать от одной батарейки 3-вольтовой. Ну и такие датчики также объединяют, встраивают в беспроводные видеозвонки. Сами видеозвонки, конечно, довольно прожорливые. Они работают по Wi-Fi, потому что нужно передавать видеопоток. Но за первичное обнаружение как раз отвечает пассивный инфракрасный датчик. И после этого, если вдруг оно обнаружено, включается видеозвонок и камера на этом видеозвонке. И, соответственно, уже может более точно определить, есть ли перед ней человек, и, соответственно, подключиться к Wi-Fi и передать сигнал в систему умного дома. Я еще очень много экспериментировал с ультразвуковым датчиком. Его тоже можно использовать для обнаружения движения. Изначально я вообще заказал такой комплект. Он был похож на тот, который устанавливается в автомобилях. Это были 4 ультразвуковых датчика в водостойком исполнении. У них был блок управления отдельный, но он мне так и не пришел. Но зато пришли дешевые датчики, которые там стоимость 30 рублей. Самый простой ультразвуковой датчик. Он может что делать? Он может управлять сигнал и принимать сигнал, и, соответственно, измерять таким образом расстояние до объекта. Я его использовал в туалете, экспериментировал, когда поставил на стенку напротив двери и
В принципе, довольно быстро он определяет, когда человек заходит или, в принципе, даже только открывается дверь, он уже срабатывал, высчитывал расстояние до объекта и отправлял в систему умного дома изменения этого расстояния. Единственным ограничением этого датчика оказалось то, что в нем довольно широкий угол обзора, где-то может быть 45 градусов в каждую сторону. И если его поставить в длинной комнате или в коридоре, то он может отражать этот звук не только от объекта, который прямо находится, а также и от самих стен, которые сбоку. Потому что датчику, в общем-то, все равно, откуда пришел обратный сигнал. И поэтому я делал несколько опросов подряд и дальше усреднял это значение. И если оно действительно оказывалось постоянным, то значит объект уже находится на определенном расстоянии. Это не случайные какие-то сигналы. И уже только после этого принимал решение. Была достаточно большая задержка, может где-то полсекунды на то, чтобы выполнить 5 или 10 опросов последовательно и принять решение о том, включать свет в данном случае или не включать этот свет, или выключать, если вдруг объектов нету никаких перед ним, и он понимает, что, соответственно, уже человек в комнате или в этом помещении не присутствует. Я еще поэкспериментировал с его вариантами установки, то есть это не только напротив двери устанавливал, а также пробовал установить над дверью и, соответственно, контролировать, когда человек заходит. Пробовал поставить его на боковую стенку, и тогда, когда человек проходит мимо него или перекрывает, соответственно, ему отражение от соседней стены, то тоже на это обрабатывать и на это реагировать в системе умного дома. Но все эти способы, они не очень надежно оказались, и, конечно, можно найти ему применение. И даже я видел, как на станции РЖД тоже эти датчики использовались для определения людей, сидит человек на скамейке или не сидит. Здесь еще разные датчики, они, в принципе, работают по аналогичной схеме, то есть это может быть инфракрасный датчик активный, который фактически работает на отраженном сигнале и таким образом может ставиться, как обычно это используется в лифтах, ставится он на одну сторону приемник, на другой передатчик, либо это просто отраженный сигнал и, соответственно, он определяет расстояние до объекта по аналогии с ультразвуковым датчиком. Первый, тот, который просто на прерывании сигнала, он, конечно, довольно чувствительный, и понятно, что если какой-то объект перекрыл, то можно на это реагировать, но не всегда это постоянное действие, то есть если человек прошел, то оно уже после этого уже не будет определять, есть человек в комнате или нет. Считать, сколько зашло, сколько вышло людей по этим сигналам, это довольно сложно. Во-первых, может быть не один сигнал, а несколько последовательных. И тоже не очень понятно, как на это реагировать. Но в комбинации с другими датчиками это вполне можно использовать. Ну и второй датчик, это который на отраженный сигнал работает. Это тоже очень интересное устройство. Они даже есть для самодельных устройств, продается такой компонент. И можно из него сделать, что если проводишь рукой в одну сторону, он, соответственно, может одно действие выполнять, в другую сторону другое действие. Если приближаешь или отдаляешь, он тоже может на это реагировать. И можно разные делать сценарии с помощью этого датчика.